Вот это вот самый быстрый адаптер беспроводного CarPlay или Android Auto. И когда я говорю самый быстрый, я имею в виду холодный старт, да и саму по себе работу. Я, честно говоря, был удивлен. Поставляется он в вот такой коробочке и стоит он вообще невероятно мало. При том, что я уже делал огромное количество вот этих вот обзоров на вот такие вот адаптеры. Один из них я делал прям вот пятой версии, там Air, да, и он прям был суперовый. И это был Carlin Kit 5 Air. А вот это вот у нас, смотрите, сейчас я вам покажу, как он выглядит на сайте. Ну что, теперь посмотрим, где и почем продается. 23,82 на Алишке. Смотрите, стоит он... А в чем разница? Android Auto Box или CarPlay Box? Разница. Android Auto на Android Auto, CarPlay на CarPlay. Вот это вы должны учитывать, когда его будете заказывать. Хотя заявляют, что он пробрасывает прямой. И у меня, в принципе, работало и то, и другое. Смотрите, что они нам... Заявляют, что если поддерживает только CarPlay, то переключится только на CarPlay. Если только Android Auto, то переключится на Android Auto. В чем разница, непонятно. Теперь вы можете использовать навигацию, это мы и так знали. Чего нам расскажите, пожалуйста. Легко подключать, легко инсталлировать. Вот, видите, именно сейчас, вот, прямой проброс. Они заявляют, я сейчас найду эту прям информацию, поддерживают 5,8 ГГц, Wi-Fi 6. Именно с этим связано его очень-очень быстрый старт. Видите, 5-10 секунд быстрое подключение, а у других 20 секунд это прям вот железно про это дело. Вот я раньше, знаете, там вот, когда сравнивали некрасиво, я говорил, вот его там засудили, там что-то там некрасиво сравнивают. А здесь реально вот так вот и есть. У других адаптеров 20 секунд это минимум. Здесь 5, максимум 10 секунд в зависимости от машины. И я вам скажу, прям коннектит очень быстро. Так, ну поддерживает разные разрешения, мы это проверим сейчас. Поддерживает, вернее, это я подтверждаю, поддерживает оригинальные контроллеры. Это мы тоже сейчас проверим дальше, когда перейдем. И смотрите, именно которые заводские OEM беспроводные адаптеры и заводские беспроводные Android и CarPlay адаптеры, он тоже это все дело поддерживает. Ну смотрите, я вам скажу, что он вообще универсальный. Это размер. Ну вообще-то он один же. Но выбрать вот лучше там CarPlay или Android Box, если вам для CarPlay либо Android Box. Вообще у меня он работал и там, и там. Смотрите, есть еще оригинальный сайт. Есть оригинальный сайт 2 в 1, 29,99 здесь стоит. Тоже ссылка в описании под видео, можно оплатить PayPal. И давайте посмотрим. Plug and Play 5 ГГц, Bluetooth 5.0, что в принципе его делает очень быстрым, как я уже говорил. И вот мы видим опять же Wired CarPlay на Wireless CarPlay, Wired Android Auto на Wired Android Auto. Вот это вот именно идет речь о том, что прямой проброс. Потому что в основном адаптеры как работают? Ну кроме, допустим, того же Carlin Kit, который тоже 5 Air, да, они работают Android Auto на CarPlay, либо CarPlay на CarPlay. А здесь работает АА на АА, КП на КП. Вот так вот. Это очень классное дело. Теперь можно апдейтить, но в принципе не вижу. Поддерживать 98% машин. Вообще перед покупкой ознакомьтесь со ссылками в описании под видео. Там обычно расписывают, либо напишите продавцу, какую хотите покупать, вернее, какая у вас машина, и они вам подберут его однозначно прямо под вашу машину. Хотя этот будет совместим, если у вас есть хотя бы какой-то проводной Android Auto либо CarPlay, он будет совместим с ними однозначно. Ну что, ссылки в описании под видео. Поехали тестировать дальше. Начнем мы с распаковки, хотя тут распаковывать особо нечего, лисичка показывает. Смотри, поставляется вот такой вот коробочке сам по себе адаптер. В нем только Type-C. Только Type-C индикация. Все, потому что это... Машинка. Да, машинка. Потому что он просто-напросто передает интерфейсы, при этом прямой интерфейс. Android Auto на беспроводной Android Auto, CarPlay на беспроводной CarPlay. Вот таким вот образом делает, вернее, из любой машины беспроводной CarPlay Android Auto. Как его теперь открыть, лисичка, ты не помнишь? Вот тут. Тут, да, точно. Да. В комплекте у нас 2 кабеля, пожалуйста. И давайте вот сразу же тест, подождите, сразу же тест на скорость подключения. Давай, показывай сюда. Смотрите, холодный старт. Давайте включаем. И ждем. Загорелся красный свет. Включается вот такое вот окошко. Все, у нас включен Android Auto. Это
мать его, холодный старт за пару секунд. Меньше 6 секунд. Это как вообще можно было сделать? У меня другие адаптеры стартуют до 40 секунд, здесь меньше 6. Давайте, не верите? Давайте еще раз. Смотрите, давайте, я выключаю полностью, он полностью погашен, да? У нас полностью выключена система. Давайте, включаем, ждем. Включается, вот так вот показатель, смотрите. Все, у нас смартфон подсоединился, все. Это холодный старт, это самый крутой. При том, что скорость его работы действительно впечатляет. Из простых настроек, это стандартный, смотрите, у него полная совместимость. Мы сейчас в Линкольне, смотрите, как он классно это делает, в том плане, что нет ни тормозов, ни лагов. Обычно другие ретрансляторы, они имеют какие-то мелкие пролагивания. Здесь все полная совместимость с полным CarPlay. В настройках все то же самое, что и в основном CarPlay, да. То есть можем настройки, а вот, кстати, есть настрой функции для электромобиля на картах, где он будет показывать зарядки, да, но это уже стандартные обзоры. Я делал обзор Android TV устройств таких. По взаимодействию со смартфоном. Для того, чтобы его подключить, необходимо просто зайти и подключиться к вот такому вот смарт-боксу, да, он и так уже к нему подключен, он просто-напросто перекидывает его на использование Wi-Fi вашей машины, то есть на использование Wi-Fi смарт-бокса. Через Wi-Fi 5 ГГц работает, смотрите. Сейчас я покажу вам. Он работает через Wi-Fi 5 ГГц. Вот почему он очень быстрый. При этом, вот, пожалуйста, 5 ГГц, смартбокс со 150 мегабит коннектом. На 150 мегабит можно транслировать все, что захотите. Как он работает? Да работает все очень просто. Работает как обыкновенный CarPlay или как обыкновенный Android Auto, на обзоры на которые мы уже делали. Выводятся все совместимые приложения. И при этом вы можете сделать практически из любой машины с помощью вот такой вот штуки именно беспроводной CarPlay Android Auto. И я позиционирую эту штуку как самую быструю. Я использовал раньше CarLink Kit, сейчас я использую только эту штуку. Ссылки, как вы поняли, мы вам уже показали в описании под видео. И тут вот немаловажный аспект еще один. Я им пропользовался, Лисичка, сколько? Месяц тестов. Да. Месяц тестов, ежедневной работы в жару. Я ездил на нем летом, с ним летом в жару. Была жара у нас в Запорожье, те, кто знает, там 40 градусов, 50 на солнце, на поверхности 65, на поверхности, не путайте, не температура воздуха. И эта штука лежала у меня, вот я ее удобно, я ее закинул сюда, вот в себя в этот, в бардачок, ну, у меня здесь просто есть USB-шка внутренняя, да, я ее закинул, и все, смотрите, я выключил, вышел, все, вот, выключил, вышел. Давайте, закрыли, сейчас машину закроем, все, зеркала закрылись, машина вырубилась. Все, машина выключена. Я подхожу к машине, разблокировал, сел в машину, нажал старт, я машину завел. Смотрим, это полное включение с полного нуля. Смотрите, оп, все. Как вам? Как вам, ребята? И это просто отлично. Смотрите, если я выхожу в Линкольн, у меня здесь, смотрите, взаимодействие Android, карты. Если я из Линкольна, это не только с Линкольном совместимо. Нажимаю карты, у меня работает здесь этот. При этом совместимость полная. Смотрите, мы проверяем с вами голос, да, там, допустим, давайте. Погода в Запорожье. Сейчас в Запорожье 16 градусов и переменная облачность. Сегодня облачно. От 10 до 17 градусов. Все, супер. Проверяем совместимость по звонкам. Вот. Звоним. Сейчас ответит моя кума. Я спрошу, хорошо ли она меня слышит. При том, что мы можем здесь переводить на простой звонок. То есть у нас есть гучные, гарнитура. Мы можем переводить на простой звонок. Что она не отвечает, зараза. Ладно, сегодня меня тут не хотят слышать. Так, смотрите. Звоним сейчас Лисичке и проверяем совместимость с аудиосистемой. Кстати, видели, какая у меня крыша? Смотрите, у меня нет, у меня такой кабрик. Алло. О, Лисичка, привет, Липисяндр. Слышишь, Привет. ты меня слышишь хорошо? Да, очень хорошо, четко. Все, супер, отлично. А ну, слушай, а попробуй перезвонить мне, пожалуйста. Да, сейчас наберу. Давай.
То есть сейчас мы с вами проверим еще и как оно на входящие звоночки, совместимость с вот этими вот кнопочками, кстати. Вот видите? А ну, сейчас лисичка позвонит, мы должны услышать. Вот у нас, видите, лисичка звонит. Попробуем ответить трубочкой. Лисичка. Да, я слушаю тебя, звоню тебе. Все, супер, ты меня слышишь, да? Отлично. Да, ничего не поменялось, это тоже хорошо. Все, супер, спасибо тебе огромное. И вот по факту у нас, видите, все отлично работает. Работает разделение экрана. Здесь самая последняя версия у нас Android Auto. Что еще интересно? Ну, само собой, мы можем там, допустим, там куда-то, давайте, на ЖК Баку, куда-то там в Днепр проложим маршрут. Все здесь срабатывает хорошо, потому что GPS он берет в любом случае либо от смартфона, либо от машины. Если в машине, у меня, например, здесь в машине можно отдавать данные GPS на вот эту штуку из данных автомобиля. Короче, ребят, что я могу сказать? Давайте, а ну, показывай мне. Знаете, что еще? Что можно, если у вас есть, допустим, OBD адаптер, то вы можете использовать OBD Fusion, ну, у меня сейчас он отключен, да, для того, чтобы читать ошибки машины, и работать с любыми приложениями, которые совместимы, да, у нас переход, видите, есть в простой Android Auto, по картам мы переходим в карты, по Android Auto мы переходим в Android Auto, полное взаимодействие. Мне очень нравится, я настоятельно рекомендую, давайте еще один тест. Давайте на быстрый запуск. А ну давай, показывай. Смотрите. Вот давайте на быстрый запуск. Вот я все не могу успокоиться, насколько это холодный старт. Насколько он быстро коннектится. Видели? Все. У нас появился Android Auto. Самый быстрый. Самый же быстрый адаптер, который можно сейчас найти. Ребят, доволен, да не могу. Ссылки в описании под видео. С вами был Бабл. Подписываемся на канале Технозон. Пока.